Мы идем в Институт исследования кожи. Мы пришли в Институт исследования кожи. Институт исследования кожи. Нам все сейчас покажет и расскажет. Ждем минуточку. Наш гид идет. Hello, welcome everyone to Skin Research Institute. Добро пожаловать в Институт исследования кожи. My name is Susanne Fabre and I'm the director here of the lab since 3 years back. Сюзан Фабре, она заведует, собственно, этой лабораторией Института исследования кожи уже на протяжении 3 последних лет. And today I will talk a little bit about what's so unique about the Novage and the science behind our products. И сегодня Сюзан вам расскажет, что такое уникальное есть в нашей линейке Novage и какая наука за ней стоит. And also a little bit about our inspiration and trends focus moving forward. А также Сюзан вам расскажет, какие у нас есть, что нас вдохновляет на создание новых линеек, и какие сейчас существуют тренды. So, Skin Research Institute, we are part of the global R&D function of Oriflэйм. Наш институт здесь является частью большого исследовательского центра в Дублине. So here in Stockholm we are 11 people focusing on the front and early product development stage. Здесь в нашем институте работает 11 сотрудников, и основным фокусом является начальные стадии разработки продукции. Where we do skin research and innovate new active technologies specifically for Novage. Здесь мы исследуем кожу, как работают клетки и взаимодействуют между собой, и в том числе находим новые активные натуральные ингредиенты и технологии, которые мы используем в наших продуктах. But we work close together with our major R&D site in Dublin. Но мы работаем в близкой коллаборации с нашим институтом в Дублине. And in Dublin it's approximately 120 people working. В Дублине работает порядка 120 человек. And there we have the actual formulation happening, where we formulate our active ingredients, making the final products. We have a safety assessment, regulatory, and also clinical test facility, where we do the final clinical tests of our products. И, как я вам уже говорила, как раз в Дублине происходит непосредственно создание формулы всех наших продукций, но в том числе большой частью их работы является анализ нашей продукции на безопасность, потому что, естественно, мы ценим безопасность нашей продукции и проходит множество тестирований, в том числе и клинических тестирований. So, today I will talk about the science behind Novage. I guess you're all familiar with the Novage brands. И Сюзан нам сегодня расскажет про науку, которая стоит за нашей линией Novage, которую, естественно, вы, наверное, все знаете и пользуетесь, надеюсь. Where we are very great. So we are very proud that we have our innovative technologies represented in these brands and also have the final clinical proof of benefits on different skin health needs. И мы очень гордимся этой серией и всей инновационной технологией, которая в нее включена, и в том числе тем, что каждая линейка, каждый продукт, он был клинически протестирован, то есть это доказанный результат. And during the last few years we have worked on kind of building a unique approach for how we can innovate for healthy, beautiful skin. На протяжении последних нескольких лет мы выстраивали наш уникальный подход, как правильно подойти к здоровью кожи. And the aim is to provide solutions
healthy, beautiful skin throughout your life journey. И наши цели — это предоставлять решение для здоровой и красивой кожи на протяжении каждого этапа вашей жизни. And we do this by collecting some key insights from our key markets. We do our own research studies to investigate different skin needs in different markets. И мы это делаем посредством исследований, которые мы проводим в наших ключевых рынках, чтобы посмотреть, какие существуют потребности кожи, как отличается кожа, какие механизмы происходят и да, какие основные потребности. And then we need to work on understanding what are the key factors that will influence your skin health and the aging process. На следующем этапе здесь нам нужно понимать, какие факторы влияют на здоровье нашей кожи. And then here in the lab we have created a unique approach for how we can actually understand the underlying mechanisms of the influencing factors and also finding new biological targets in the skin. И далее в этой лаборатории у нас есть много инструментов, с помощью которых мы можем анализировать, какие процессы проходят в коже, чтобы найти именно какие клетки нам нужно таргетировать, чтобы решить ту или иную проблему. And then we do the actual work on discovering unique active technologies that will then mitigate these influencing factors and provide a healthy, beautiful skin. И на следующем этапе нам нужно найти те натуральные ингредиенты и источники, которые мы можем использовать в наших продуктовых линейках, которые могут нейтрализировать эффекты этих внешних и внутренних факторов. And then finally we can formulate the ingredients and design a great routine to give you in the end a clinical proven performance. И, наконец, естественно, используя уже технологии, которые мы нашли, или ингредиенты определенные, мы создаем новые продукции и целиком комплексный подход к уходу за кожей. So today I will go through these different steps a little bit more in depth. So, and feel free to ask questions if you И сейчас need. Сюзан нам расскажет более детально про каждый из этих шагов. So, when it comes to the research studies I mentioned, we call them age reflect. And these are studies where we investigate different skin features and how they connect to the perceived age. Вы, может быть, слышали, мы проводили некоторое время назад такое исследование, называется Age Reflect. И, собственно, мы смотрели на факторы, которые показывают старение нашей кожи, какие есть потребности, и тоже какой воспринимаемый возраст. То есть, если ты смотришь на лицо, сколько ты можешь сказать этому человеку лет, и если есть какая-то взаимосвязь с определенными факторами, как морщины или провисание, или тусклость кожи. And today we have performed these studies in 4 different regions, so in Russia, in India, in China, and latest this year in Mexico. И мы такого плана исследований уже провели в 4 странах. Соответственно, это был Китай, Индия, Россия и Мексика, самое последнее, которое было как раз в июне. And this is to understand if the skin needs are different in the different global areas. So. И нам это нужно было, чтобы понять, если потребности кожи и как кожа стареет отличаются в разных регионах. And these studies are performed in the way that we do facial scanning of and identify many different parameters of the skin. И, собственно, как мы проводили это исследование с помощью нашего специального инструмента, который анализирует кожу по разным факторам и параметрам. At the same time, we take pictures like this that are then showed to an independent panel who will estimate the age of the face. И мы делали такого плана фотографии, потом мы показывали независимой группе людей и спрашивали, как вы думаете, сколько человеку лет. And then we correlate the perceived age with a specific age-related feature or the skin feature and see what are the key signs that are connected with an unhealthy skin or with an aged skin. И потом мы связываем, соответственно, эту информацию с теми признаками старения, которые на самом деле присутствуют, и связывали, на каком этапе
нашей жизни появляются какие-то характерные признаки старения кожи. And something interesting from this study is that the perceived age can actually vary a lot between people. So in this case, this woman was perceived 43 years old and this one was perceived 53 years old. И самое интересное, что воспринимаемый возраст очень сильно отличался. То есть, например, здесь вы видите две фотографии, и одной женщине сказали, что ей 43 года, другой 53. But both actual age was 48. Но на самом деле обеим был 48. So this means, and this was obvious for many different pictures, that it's very difficult to tell the age. And actually 50% don't look their biological age. Поэтому очевидно, что было очень сложно многим сказать, на самом деле, какой возраст. И, как вы увидели, 50% людей не выглядят на свой биологический возраст. So this has made us kind of go away from recommending products for a specific age, but rather focus on specific needs. И поэтому мы решили отойти от понятия возраста и не рекомендовать больше продукцию, которая необходима на каком-то этапе, как у нас есть 20 плюс, 60 плюс, 40 плюс, поскольку, как видите, восприятие возраста совершенно отличается. И мы сфокусировались больше на потребностях и проблемах кожи, которые мы хотим решить. And what has been identified during these studies is 12 key signs of aging that strongly is correlated with an increased age perception. И здесь с помощью, собственно, этого исследования мы выявили 12 основных признаков старения кожи, которые появляются на том или ином этапе жизни. And examples is skin radiance, skin texture, skin tone in terms of pigmentation and redness, different type of wrinkles, and also the firmness of the skin. И среди таких факторов, как вы видите, то есть это насколько наша кожа сияет, какая ее текстура, какой тон кожи, насколько глубокие у нас морщины, насколько наша кожа упругая. So our job is now to understand what is causing these different changes. How can we mitigate these changes? И нашей целью является понять, что стоит за этими признаками старения, и какие процессы происходят в коже, и что мы можем, как мы можем коже помочь, чтобы побороться с этими признаками. And the first step is to understand what is causing this change, causing that some people will look much older than their age, or some people look much younger than their age. И на первом этапе нам нужно понимать, что влияет, собственно, на это. Почему некоторые люди выглядят моложе, чем их на самом деле биологический возраст, а некоторые выглядят старше. And today we know it's dependent on both internal factors like the genes that you carry, your gender, your ethnicity. That's what I heard. И сейчас мы знаем, что да, конечно, внутренние факторы, они тоже влияют. К внутренним факторам относятся как наш пол, где мы родились, наша этничность, соответственно, наш возраст, генетика. But this seems to be only 20% of the story, so only a little part of what's actually influencing your skin health. Но внутренние факторы только на 20% на самом деле влияют на старение нашей кожи. So, to a larger extent, your skin health and the aging process is depending on external factors and lifestyle factors. И в большой степени именно внешние факторы и тот образ жизни, который мы ведем, влияют на старение нашей кожи. And the most well-known external stress factor is the UV from the sun. Самый известный, наверное, внешний фактор, который очень сильно разрушает кожу, это солнце, ультрафиолет. But also a lot of recent studies show that pollution in our environment can affect our skin aging. Но много недавних исследований показали,